Здравствуйте, Сёма. Здравствуйте. Вы пришли мешать, Сёма? Нет, он занял позицию. Сейчас лежит. Сейчас Вот там лежать. цветокоррекцию сделаем. Вот там. Сёма Там. пока ляжет. Не здесь. Там. Лежать. Вот так. Молодец. Все. Сёма, ты кот или собака? Сомневаюсь я что-то. Что ты кот. Добрый день, друзья. Сегодня пересадка орхидеи. Эту орхидею я вам показывала в марте этого года. Причем орхидея была заметная и интересная. Я ее определила название как Sparking Kiss. Но она была не совсем на нее похожа. Потому что у цветов была одна половинка белая, другая вот с окрасом Sparking Kiss. И ссылку на это видео я оставлю в правом верхнем углу экрана, чтобы вы посмотрели, какая интересная расцветка была у этих цветов. Она росла, вырастила много новых корней в горшке и от шеи. Но мною замечена одна неприятность. На двух листьях, этот лист и еще нижний лист, видите, есть вот такие вкрапления, и даже вот у этого листа вот такое кольцо. И это очень похоже на вирусное заболевание. Против вирусов, к сожалению, препаратов для цветов пока не изобрели. Я удалю при пересадке два этих листа. На остальных листьев никаких проявлений заболевания нет. И понаблюдаю за этой орхидеей, потому что в моей долгой и большой практике лет 12 назад я купила орхидею мультифлору. И на ней сразу было два вот таких кольца, огромных. Но тогда было мало информации о вирусных заболеваниях. Ну, я видела, но внимания сильного не обращала на это. Этот лист так и остался на той старой орхидее. Я его не убирала, но орхидея жива по сей день. И явных сейчас признаков вирусного заболевания на ней нет. Я ее периодически показываю, она цветет. Если найду фотографию, где я в этом году ее показывала, я обязательно здесь поставлю рядышком. Но если нет, то нет. Давайте пересаживать. Желательно перед пересадкой полить орхидею, для того, чтобы легче и проще было извлекать корни из горшка. Но здесь проще и легче не получится, потому что у орхидеи выросли корни внизу горшка. И здесь нужно будет или разрезать горшок, или вырезать части горшка для того, чтобы эти корни безболезненно достать из этого горшка. Я не использую эти горшки повторно. Я их, если это возможно, если на горшке написано, то я их сдаю в переработку. Но если нет, то просто выбрасываю. С одной частью справились. Сейчас попытаюсь справиться со второй.
Угу. Этот корень выйдет, а вот этот нет. Так, а здесь придется обрезать, надрезать весь горшок и убирать вот эту часть горшка. Можно разрезать горшок пополам. Можно придумать все, что угодно. Главное не повредить корни. Так, ну что, попробую. Ну, даже если не получится вытащить этот корень, в горшке очень много растущих корней. Так, этот корень. Ну, тут еще один есть корень. Который тоже пророс в отверстие горшка. Надо же, какая активная орхидея. Так, сейчас этот корень я достану вместе с кусочком горшка. Здесь я помогаю руками. И достаю все корни. И последний кусок пластика. Вот. Все получилось. Все отлично, все корни сохранились. Убираю грунт. Вот что находится в торфяном стакане. Да, чаще всего в торфяном стакане корни погибают, но при этом орхидея за то время, когда находятся погибшие корни в торфяном стакане, вот почему я говорю, не пересаживайте сразу после покупки. Вы достанете орхидею из покупного грунта, в этом торфяном стакане все корни сгнившие, а новых корней еще нет. А когда есть новые корни, меня корни в торфяном стакане чаще всего не интересуют, потому что есть большое количество новых молодых корней. Орхидея заменила старые корни на новые. И этих новых корней достаточно для активного роста орхидеи. Давайте сразу уберем эти листья, потому что вирусные заболевания как раз распространяются с соком растения. Чтобы вместе с грунтом их выбросить. Вот сейчас это кольцевое пятно будет очень хорошо видно.
не хотелось бы использовать инструменты, потому что даже сок, попавший на секатор, он, если высохнет, он все равно будет инфицирован. После работы с таким растением, если вы применяли секатор, обязательно обрабатывайте секатор любым раствором, содержащий спирт. Лучше спиртом чистым. Ну, не у всех есть чистый спирт, можно даже водкой обработать. И второй лист. Разрываю лист по середине и растягиваю в противоположные стороны. Вот такая получилась орхидея. Смотрите, здесь появился под этим листом еще один молодой корень. А что сделать с теми корнями, которые росли в торфяном стакане? Во-первых, осмотреть эти корни, есть ли среди них живые, остались ли. Вот несколько было совсем гнилых, я их убрала. Еще есть один гнилой корень. Ну что ж, придется работать секатором, все равно. Отрезаем. Еще один маленький корень. И кончик у него гнилой. Его можно отрезать. Все остальные пойду корни промою под проточной водой. Как я это делаю, оставлю видео в правом верхнем углу экрана. Смотрите это видео с 13 минуты. А потом мы еще раз осмотрим корни орхидей. Может быть, еще что-нибудь нужно удалить. Или же все оставить. Давайте смотреть дальше. Грунт у орхидеи был очень влагоемкий. Было мелкое кокосовое волокно. На корнях его много осталось. Но прямо дочищать корни до идеала не нужно. Ничего страшного не случится, если какие-то частицы старого грунта останутся на корнях. А вот почистить шею орхидеи от старых остатков листьев или же какого-то оставшегося грунта, это нужно сделать обязательно. Но опять же, без фанатизма. Не надо отрывать от шеи то, что не отрывается и не убирается. Вот это кокосовое волокно тонкое. И старые чешуйки от листьев. Вот такие тяжи отрезаю. Можно сделать, короче, старый цветонос. Как далеко улетел. Вот есть черные, короткие корни, которые никогда не понадобятся орхидее. Они расти не будут, они сразу пропадут, сразу почернеют дальше. И орхидеи, они тоже не нужны. Вот здесь мы снимали лист, осталась зеленая чешуйка, кусочек листа. Он все равно пожелтеет, засохнет. Его сразу уберем.
отрезаю все гнилые, сухие кончики корней. Не дорезаю до живого, поэтому не обрабатываю. Они бывают черные, светлые, всякие. Так. Вот еще один корень, который я тоже отрежу. Вот этот. Он быстро очень погибнет. Не нужно на него обращать внимание. Ну вот теперь, наверное, все. Сейчас примеряем к корням горшок. Вот этот горшок 2 литра. Я надеюсь, что все корни сюда поместятся. Теперь как же это сделать? Потому что корни торчат в разные стороны. И кажется, что это сделать очень сложно. Но все достаточно просто. Очень многие боятся, что когда помещаешь корни в горшок, они ломаются. Это не страшно. Орхидея очень быстро заживляет на корнях все раны. И если вы 2-3 дня после пересадки не поливаете орхидею, то она успеет затянуть те ранки, которые вы вольно или невольно нанесли при пересадке. Для того, чтобы орхидею посадить как можно глубже в горшок, держу орхидею по центру, поворачиваю горшок по часовой или против часовой стрелки, как получается, и орхидея погружается в горшок глубже, потому что корни в горшке закручиваются. Вот так. И теперь можно насыпать грунт. Грунт я использую керамзит. Керамзит мелкий. Так. Сюма. Ну, нашел кусочек. На, играй с кусочком. Если вы используете какой-то другой грунт, потому что для орхидеи можно использовать и кору, и кокосовые чипсы. Неважно, в каком грунте растет орхидея, важно, как вы ее поливаете. Разные варианты полива, о которых я много рассказывала, видео на канале собраны в плейлист, и ссылку я оставлю в правом верхнем углу экрана. Не совсем ровно получилось, но сейчас подсыплем керамзит под один из корней, и орхидея будет ровнее посажена в горшок. Вот так. Если вы заметили на своей орхидее какое-то предположительно даже вирусное заболевание, обязательно сделайте на горшке пометку, где угодно, но чтобы вы знали, что с этой орхидеей
могут быть какие-то сложности. И никогда не используйте воду для полива нескольких орхидей, потому что вирусные заболевания, я в начале видео сказала, что они переносятся соком растения, но также переносятся и с водой, если вдруг есть какая-то ранка на корне, не затянувшаяся ранка. Ну, бывают какие-то случаи, когда есть гниющий корень или треснувший корень. Вы этого не заметите в горшке. И с водой здоровому растению тоже может передаваться вирусное заболевание. Я повторно воду не использую для полива орхидей. Вот одну орхидею полила и слила воду. Точно так же с удобрениями. Любую воду и с удобрениями, и без я использую только один раз. Пожелаем быстрой адаптации этой орхидеи и надеемся на ее зимнее цветение. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале. Что, не дотерпел, пошел кушать? Ага. Ну, кушай, кушай. Кушай. А все уже убрали. Прибежал. Все, съемка закончена.